Убитый горем маленький мальчик не мог представить, как будет жить без своей матери, и плакал на ее могиле. Затем он внезапно почувствовал женскую руку на своем плече, заставив его вздрогнуть. Кевину было всего 6 лет, когда его мать погибла в результате несчастного случая. С тех пор он жил в детском доме, так как никогда не встречался со своим отцом, и у него не было других членов семьи, готовых взять его к себе. Мальчику не нравилось жить в приюте. Он постоянно мечтал о том, как однажды его мать заберет его оттуда, чтобы он снова жил с ней. Другие дети издевались над ним, говоря, что его мать умерла, и что он никогда больше ее не увидит. Ты должен посмотреть правде в глаза, Кевин. Твоей мамы больше нет в живых, и ты никогда ее больше не увидишь. «Перестань вести себя как ребенок», — говорил один из его соседей по комнате. Кевин плакал целыми днями, из-за чего дети дразнили его еще больше. «Ты такой плакса. Никто не захочет тебя усыновить», — говорили они. Однажды детям из приюта разрешили прогуляться в близлежащем парке. Пока они были заняты игрой, Кевин убежал от них и, не оглядываясь, помчался к городскому кладбищу. Кевин знал, где похоронена его мама, так как пообещал, что будет часто навещать ее. Однако он не смог сдержать своего обещания, так как в приюте их почти не выпускали из дома. Когда он увидел могилу своей матери, он сел там и заплакал. «Я так по тебе скучаю, мама. Пожалуйста, возьми меня с собой», — всхлипнул он. «Здесь мне делать нечего». Через несколько мгновений Кевин внезапно почувствовал чью-то руку на своем плече. Он вытер глаза и оглянулся. Там стояла красивая женщина, освещенная солнечными лучами, от которых казалось, что она светится. «Почему ты плачешь, милый мальчик? Ты в порядке?» Она спросила. «У меня больше нет матери. Я скучаю по ней», — печально ответил Кевин. «Мне жаль это слышать, дорогой. Где ты сейчас живешь? Спросила женщина. «В приюте», — сказал ей Кевин. «Я Сьюзен», — сказала женщина, садясь рядом с Кевином. «Я хожу на кладбище, чтобы навестить могилу своего сына», — призналась она. Услышав свое имя, Кевин широко раскрыл глаза. Он улыбнулся и взволнованно сказал: «Мою маму тоже так зовут». Женщина улыбнулась и проводила Кевина обратно в приют. На обратном пути женщина заметила небольшой парк развлечений и спросила, не хочет ли он пойти с ней. Кевин взволнованно кивнул головой. Кевин с удовольствием катался на карусели и ел мороженое вместе со Сьюзен. Сьюзен отвезла его обратно в приют и попрощалась, когда они закончили. «Твоя мама любит тебя, милая. Никогда не сомневайся в этом», — сказала она перед уходом. В ту ночь Сьюзен пошла в церковь и помолилась о том, чтобы Кевин обрел любящую семью. Когда она легла спать, ей внезапно приснился странный сон. Кевину понравилось кататься на карусели в парке развлечений. Во сне ее покойный сын Адам передал ей записку с адресом Вашингтон-стрит, 443. Перед пробуждением сын сказал ей: «Мама, пожалуйста, возьми меня с собой». Этот сон снился Сьюзен несколько раз за неделю. Обеспокоенная тем, что бы это могло значить, Сьюзен рассказала обо всем своему мужу. «Это так странно, дорогой. Мне приснилось, что Адам передает мне записку с определенным адресом. Он все время просит меня взять его с собой», — сказала она. «Что бы это могло значить? Что Адам пытается тебе сказать?» — спросил ее муж Ричард. «Я не знаю. Но мне снился один и тот же сон с тех пор, как я встретила на кладбище мальчика по имени Кевин. Он навещал свою маму и сказал, что живет в приюте, поэтому я отвела его туда», — объяснила она. Сьюзен все время снился ее покойный сын Адам, как будто он пытался ей что-то сказать. Ричард и Сьюзен решили посетить адрес из ее снов. Действительно, в их городе можно было найти Вашингтон-стрит, 443. Когда они подъехали к указанному адресу, Сьюзен была удивлена, увидев детский дом, в который она приводила Кевина пару дней назад. Сьюзен сразу же заметила Кевина, сидящего у окна на первом этаже. Она указала на него своему мужу, сказав, что это Кевина она встретила на кладбище. «Что ты там делаешь, милый?»
— спросила Сьюзен у мальчика, который задумчиво смотрел в небо. «Я молюсь, чтобы моя мама забрала меня отсюда», — признался мальчик. Сьюзен и Ричард посмотрели друг на друга и сразу поняли, что хотят сделать. Они решили усыновить Кевина и сделали все возможное, чтобы обеспечить ему счастливую жизнь. Сьюзен и Ричард усыновили Кевина, и они стали семьей. Кевин был удивлен, что кто-то проявил интерес к его усыновлению. Еще больше он обрадовался, узнав, что этого хотели Сьюзен и ее муж Ричард. «Бог услышал мои молитвы», — сказал Кевин Сьюзен и Ричарду однажды за ужином. «Моя мама действительно забрала меня из детского дома, и теперь я здесь, со своей семьей», — улыбнулся он. «Бог тоже ответил на мои молитвы, милая. Когда я встретил тебя в тот день, я пошел в церковь и помолился, чтобы ты обрела любящую семью. Тогда я этого не знал. Но я рад, что мы стали твоей семьей. Спасибо, что дал нам шанс, Кевин», — улыбнулась она, держа его за руку.